Так, вот мои огурцы. Вот этот называется персидский огурец Дива. А этот называется японский длинный слайсинь. Слайс – это, ну, когда вы режете на кусочки. Это вот один кусочек – это слайс. Слайсинь огурец. По 2. Выбрала по 2. Уже их обработала хорошо, чтобы на них не было никаких тут заболеваний. Ну вот, будем сажать. В этот горшок посадим вот этот персидскую диву. Итак, про деревню. Вот что меня поражало. Я сама родилась в этой деревне, да, и мы ездили каждый год туда. И только мои родители, которые жили на севере, и которые на самом деле зарабатывали больше всех вот из братьев, значит, средний брат жил тоже в деревне, но только в другой. У него было 5 детей. Он был учителем математики. Жена была бухгалтером, как моя мать. Вот, старший, совсем старший брат, он жил в соседней деревне, и я его видела, может, 1 раз за жизнь. Вот, как-то сильно не общались, хотя иногда его сын, я помню, со своим сыном приезжали вот навестить деда и бабку. А так, мы туда к ним не ездили. Ну, может быть, отец мой как-то ездил туда, не знаю. Ну и короче, еще положу немножко питания. Вот. Значит, потом следующий, ну, как считаем мы, 2-й, да, сын. Мой отец как бы 4-й ребенок. И вот 2-й сын, он жил в городе, в Гомеле. Жена у него, ну, наверное, тоже была бухгалтером, потому что она работала в магазине, вела бухгалтерию. Наверное, даже она работала старшим бухгалтером. Ну, так было модно, знаете, в деревне. Какая там профессия, когда вот мать моя ненавидела свою профессию, она была бухгалтером. Вот. Но в деревне это лучше быть бухгалтером, чем дояркой. Доярка должна в 4 часа утра встать, прийти там на сбор. Их загружали в грузовую машину в кузов, и они ехали в коровник, доили этих коров. Потом их возвращали назад. И такая же была процедура вечером, когда коровы приходили с пастбища, потому что 2 раза корову надо доить. Вот. Доить эту корову или быть бухгалтером, или быть учителем. Да? Ну, моя мать решила, что она выбрала профессию лучше, чем доярка. Но в то время, знаете, надо было все считать на счетах. Калькуляторов даже не было. Так, вот. Все прекрасно здесь у меня. Теперь что мне сюда надо? Я сейчас накидаю чеснока, нарежу. Так, чисто для отпугивания желающих, типа енотов. Вокруг накидаю, чтобы запах был. Вот. И про бедность-то я начала говорить. И вот мои родители из всех, больше всех зарабатывали, поскольку мы жили на севере. И при этом никто из других братьев своих детей не привозил на все лето в деревню. А нас родители привозили на все лето в деревню. С одной стороны, это и неплохо, да, для нас. Мы там хотя бы, знаете, природа, огород свой, все-таки питание гораздо лучше. Это все плюс. Но мои родители никогда особо не помогали своим родителям. То есть вот для меня это был секрет. Приезжать на все готовое, на халяву, на все лето привозить детей, и при этом, когда надо посадить картошку, а это конец весны, начало лета, да, приехать помочь своим родителям, куда ты привезешь своих детей. Они этого не делали. Потом в конце сентября, в начале сентября, точнее, или в конце августа помочь своим родителям собрать урожай картошки. 40 соток были огороды.
Мои родители никогда этого не делали. Они уезжали в конце августа как раз нас в школу. И я поражаюсь. Даже вот у моей матери есть родная сестра. Она, по-моему, на 12 лет младше. Она жила в другом городе. Ну, не в другом городе, а в городе жила, но не в Гомеле. И все остальные-то жили в Беларуси. У них отпуска были 28 календарных дней. У моих родителей отпуска были в 2 раза больше. А это, по-моему, 56 календарных дней. Так вот, даже сестра моей матери делила свой отпуск пополам. 2 недели она всегда брала где-то там в мае, чтобы приехать и матери своей помочь посадить картошку. А потом она брала 2 недели в сентябре отпуск, приезжала и сажала эту картошку, собирала эту картошку. И у нее было 2 детей. И никогда на все лето она не привозила своих детей. Это делали мои родители. И у меня вот сейчас, тогда я маленькая девочка, я не понимала. А вот сейчас я задумываюсь и думаю, как странно, какое странное поведение у моих родителей было. И зарабатывая хорошие деньги на севере, они ведь ни копейки не вкладывали, они приезжали на халяву, на все готовое. И у одной бабки разваливался, вот у матери, моей матери, разваливался туалет. Я боялась в этот туалет заходить. Почему-то моему отцу никогда не приходило в голову сделать нормальный туалет. У второй бабки там баню когда-то мой отец построил, когда он только они поженились с матерью, он построил баню. Но построил он ее по-черному. Кто не знает, это баня, которая нет трубы, печка есть, и все это топится через окно. Дым этот выходит сначала в основное помещение, а потом в окно выходит. Это был ужас. И мы, когда приезжали, мы пользовались этой баней. Первые шли мужчины, потом мы шли, уже женщины после мужчин. Но я один раз попросила моего отца, чтобы женщины первые пошли, потому что мой брат, это был единственный мой друг, с кем мне дружить приходилось в деревне. У меня даже выбора не было. Либо сидеть дома одной, взрослые с тобой не общаются, либо вот с моим братом дружить. И, короче говоря, я попросила отца, чтобы мы первые помылись, потому что если мы мылись вторые, мой брат меня никогда не ждал. Убегал там с другим моим троюродным братом, и я выходила из бани, я оставалась одна, и мне было как-то, совсем тоскливо и скучно. Вот. Так, этот первый раз мы пошли, все женщины, господи, глаза выедала. Глаза, вот этот дым, он весь не выходил, даже когда вот топят баню, глаза просто выедал этот дым, это был ужас какой-то. И можно было, знаете, еще прикол-то в чем был, можно было и баню сделать лучше. И можно было, поскольку, знаете, мужчины в деревне в то время вообще как-то не озабочивались женскими, так скажем, женскими делами, а то как стирка, уборка, готовка, а затем мытье посуды, то женщины, ладно, мужики еще принесут воду, а все остальное делает женщина. И даже не было такого места, куда было удобно, например, поставить эту гребаную, как ее назвать-то, тазик, чтобы мыть посуду. Семья большая, посуды много. Моя мать сначала все это делала, на моей матери была готовка, на моей матери была уборка и стирка. И при этом, я вот, кстати, вспоминаю, перескакиваю так вот, потому что очень много мыслей. Мы приезжали, и я не помню, чтобы моя мать, когда я была маленькой, стирала родителям какие-то вещи. Своей матери, да, она там помогала. А вот родителям моего отца я не помню, чтобы она... Я помню, что бабушка моя в горшке нагревала воду, и в горшке что-то там стирала после бани. И она стояла вот в такой вот позе, раком, потому что горшок стоял на полу. И вот так она стирала. На речку ходить у нее не было сил. Она там кое-как прополощет, повесит, немножко пожамкает, вот и вся стирка. Вот, я начала подрастать, меня, естественно, припахали и к стирке, и к уборке, но не к готовке. Когда матери не было, отец готовил или бабушка готовила. Вот. А мыть посуду отец нас припахал очень рано. Но при том, что, знаете, скамейка стояла, он ставил этот тазик на скамейку. Вот. И надо было вот в таком вот положении
мыть эту гребаную посуду. Даже не на стол ставилась, чтобы ты вот стоял хотя бы так, а вот в таком положении. И уже в то время, я знаю, были моющие средства, продавались. Но мои родители почему-то их никогда не покупали, а мыли все детским мылом. Вот без матов у меня не получается сказать. Вы попробуйте жирнючую, со свининой, приготовленную с салом, посуду помыть детским мылом, намылить тряпочку какую-то и помыть детским мылом. Вы только намылили, только один раз сделали, там промыло все жирное, и никуда это не девается. Это был какой-то ужас. Спина отваливалась, я начала расти, и вот я помню, последний раз бабку, уже родители моего отца умерли, но мы все еще продолжали ездить к матери моей матери, там еще хуже была обстановка. Там тоже такая же вот скамейка, и я должна была мыть посуду. Это был ужас. Короче говоря, вот почему мои родители, им в голову не приходило потратить хотя бы немножко времени, сил и энергии, да, своей, чтобы улучшить их условия. Это вообще для меня загадка. Мать моей матери, у нее с бедром была проблема, было как бы 3 ступеньки, больших высоких ступеньки для входа в дом. И моей бабке было очень тяжело подниматься. Почему нельзя было сделать нормальные ступеньки, чтобы она могла легче подниматься? Никому это в голову не приходило. И бабка моя, вот мои родители, моего отца родители, понимаете, они жили там почти до 90 лет в этой деревне. Бабушка была настолько старенькой, она еле ходила, дед вообще особо не ходил. Он вот спал, вставал покушать, в туалет сходит и обратно. Или сядет на кровать, или лежит на кровати. И моей бабке нужно было зимой сходить за дровами в сарай, а это 20 метров, принести дрова, растопить печь, приготовить, потом кое-как помыть посуду. Она, естественно, с тазиками не возилась, в чугунке с горячей водой что-то там сполощет немножко, и все это жирное, полугрязное оставалось, потому что у нее просто не было сил. И мои родители, вот что еще меня поражает, еще воду надо было принести, а воду, у нас такая колонка, которую надо было качать. Это надо было силы иметь, качать. Я вообще не знаю, как моя бабка качала. Может быть, приезжал ее вот этот второй сын каждые выходные и просто ей качал воду, ставил там воду, называется сенца, или как бы большой коридор такой, прихожая. Там вот 2 ведра и огромный бак стоял с водой. Может быть, им хватало на неделю этой воды, он накачивал. Но потом, ты вот это все поел, вот эти помои, так называемые, да, куда вы что-то смываете, и в ведро куда-то у вас сливается. Это же надо было вынести. В общем, жизнь была просто супер. И мои родители никогда не приглашали жить своих родителей с ними. Никогда не заводили никаких серьезных разговоров. Они не хотели, чтобы взять своих родителей, взять вот эту ответственность на себя и уже помочь им как-то, уже глубокие старики. Но при этом, чтобы не выглядеть, так скажем, идиотами или как вот плохими людьми, это было очень важно. Чтобы о них хорошо думали. Я помню, как папаша нас подзадоривал и говорил: приглашайте бабушку жить с нами. Но когда маленький ребенок бабушке говорит: бабушка, поехали с нами жить, но это же несерьезно. Вы же понимаете, бабушка, конечно, понимает, что это научил взрослый говорить, а взрослый молчит. Вот это меня всегда поражало. Вот. И я помню, как папаша мой любил говорить такую фразу, что забота о родителях – это обязанность детей. Но вот я вспоминаю свое детство, и я вспоминаю, что никакой заботы не было с их стороны. Абсолютно никакой. Я помню только, что он пытался нам внушить, пока мы дети, что это наша святая обязанность заботиться о них, когда они состарятся. Ой, такое вот не очень приятное видео получилось, но знаете, для чего я это записала? Это я записала, может быть, мои родственники это увидят и поймут, почему у меня очень много вопросов к ним. И я помню, когда я пыталась моей матери задавать вопросы, она всегда вот так вот руки складывала и говорила: у нее нет никаких проблем. Проблемы – это мои проблемы, а у нее проблем нет. И она никогда мне отвечала на мои вопросы, почему и как. Единственное, что она мне говорила: не лезь. Все, отворачивалась и уходила.
Так, ладно, первый горшок готов. Сейчас я приготовлю второй горшок и вам покажу уже результаты. Переходим на позитив.